Ну хорошо, я скажу. Но это не я, это просветленные мудрецы говорят. И просто мой опыт это показывает. А вы не думайте, я ни к чему вас не призываю. Так, захотите, это вам будет лучше. Это питание. Что? Вы в экстазе? Вы думаете, я вам скажу, сейчас кушайте бублики и все, что хотите? Главное, улыбайтесь. Нет, я вам правду буду говорить. Современные люди жрут как свиньи. Да. Но это правда. Более того, я вам скажу даже еще более глубокую философскую мысль. Они жрут хуже, чем свиньи. Нет? Свинья, ну ладно, съела кучку там испражнений, то понюхал, может, если ГМО, там химия еще и не съест, знаете. А люди все едят. Современная колбаса по там, всяким составляющим, ну я, конечно, не сравниваю, но чисто гипотетически это хуже испражнений. Вот. Потому что у нас все начинается с нашего питания, нашей вибрации, энергии. И нас держит эта матрица этого западного мира, вот, который страдание, который хочет, чтобы мы болели, долго не жили. Вы знаете, да, современная западная система, она построена так, чтобы средний класс, он беднел. И все эти ипотеки, там, моргичи, займ денег и так далее. Все так устроено. Но главное, как держать людей на примитивном уровне сознания, им нужно дать примитивную еду. Выигрывают сразу все. Министерство там, здравоохранения, да? Больницы, да? Как же вы выздоровеете тут? Зачем? Куда же эти больницы все, понимаете? Чем более примитивный человек, тем им легче управлять. И все начинается с питания. Если вы хотите поменять свою судьбу и быть здоровым, не иметь много проблем в своей жизни, начните менять питание. Вы не представляете, как это тяжело. Так? Можно говорить, да, это полезно, нет. Есть люди, которые вообще вот с такими лицами, такие, там, знаете, 30 лет, там, на 3-й этаж поднялся, одышка. Как ты кушаешь, а ты знаешь, тут питательные эти, как их, чего-то тут незаменимое, вот в этом гамбургере. Это же надо поверить вообще, знаете. Ну, все научные уже нормальные данные возьмите, ну, все это, там еще куча химии. Этот гамбургер, если вы забудете на кухне перед отпуском, вернетесь, можете в таком же состоянии найти. И там что-то есть незаменимое. И консерванты, и 25 химических элементов, они сохраняют это незаменимое. А мы не можем. Как это так? Поэтому чем примитивнее вибрации, тем примитивнее еда у человека. Он не может ничего сделать. Уже тортик, ну как же. Ну ладно, последний раз, да, мне испортил этот насастый настроение, сказал в нем что-то вредное, ну ладно, понимаете. Сегодня последний тортик, все. Но всегда это было известно на Востоке, что пища, она очень влияет на наш ум. Если вы питаетесь трупами, особенно сырыми, вы станете раздражительными. Я сегодня консультировал женщину, она тут в зале. И у нее, по моей, правда, она спорила со мной, но я говорю, у вас очень, агрессия растет, там внутренняя, она нет, вроде бы как нет, я так добрый. Я говорю, да, так. И она рассказывает, просто, вы знаете, Рам, меня в последнее время вот на мясо тянет, говорит, не могу, вот колбасу куплю, до дома не дохожу, съедаю, говорит, прямо вот такие вибрации. Потому что у каждого продукта есть своя вибрация. Вот если вы съедаете яблочко, которое на природе выросло, там определенная энергия, да? Если еще какой-нибудь химический такой там элемент, белая мука, искусственно все, это не живое, там праны нет, жизненной силы. Это притянет боль ментальную и физическую. Ведь когда мы переедаем, когда мы в стрессе, согласны с этим? Когда нам хочется есть, полезно, не полезно, придумали тоже.
Но все медицинские системы, они говорят, и в последнем блоке своем я написал, что я полностью согласен, сейчас все исследования, даже Гарвардская медицинская школа говорит, человека от рака вылечить можно, нужно изменить питание. Сегодня, вот мне, кстати, там в рубрике оставили фильм «Доктор Горан», кажется, называется, я не помню. Доктор... Неважно, в общем, человек, его отравили мышьяком. Все его пациенты, 50 пациентов, они вылечились от тяжелых форм рака. Врачи им дали несколько месяцев, все они вылечились. Он просто стал детоксикацию им тела делать и посадил на сыроедение, там свежевыжатые соки каждые 2-3 часа. Но подобных систем много, которые работают. И он говорил, что у нас не усваивается вот эта молочка там из магазина, там, понимаете, пастеризованные вот эти, мясо, конечно, самое вредное и так далее. Белый хлеб, наше тело вообще его не может переваривать. В белом хлебе ничего нет. А если еще это хлеб с булочкой? Я чувствую еще минуту. Еще минутку можно? Следующий пункт повеселее уже, что-нибудь, что там? Да, следующий такой, вам даже понравится. Это очень тяжело. Сейчас все ходят, какие лекарства, какие там эти. Да вы измените свое питание. И 95% лекарств, 99% вам вообще не нужно. Или 100%. Потому что в природе есть лекарства. Там, куркума, она вам кровь так очистит, что ничего там не нужно будет. Понимаете? Есть природные антибиотики, например, какие-то специи, какие-то продукты и так далее. И вы можете кушать и вкусно, если привыкнете. Но вначале это тяжело будет. Первая энергия, первая эмоция будет, почему тяжело? Потому что все на вас будут смотреть, как сумасшедшие, знаете. Мне уже вообще, знаете, в самолете, я летел с Сиэтла в Торонто этим летом, и женщина, там бизнес-класс, знаете, там хорошо в Америке, подходишь, $20 добавляешь, если места свободные, могут посадить. Я говорю, у вас есть что-нибудь такое вегетарианское, она какие-то шоколадок принесла, я говорю, это без мяса, я говорю, да, но я все равно не ем. И я говорю, а у вас есть, зелень просто, салатик? Она, да, чуть-чуть, там, где-то там взял этот салатик, говорит, смотрите. Я так ходит, я чувствую у нее вопрос, он ко мне подходит, послушайте, а где вы белки берете? Я протеин, что там насчет протеина, я так смотрю, что это. И такая женщина, не знаю, 40 плюс, наверное, так, примерно. Я смотрю, опять же, по моей диагностике, ей на зрачки, на волосы, на кожу, это больной человек. Может, она пока об этом не знает, я не стал ей говорить. Но она зашлакована, она не выглядит, знаете, видно много косметики, все улыбается, понятно, да? Я там по тонкому телу прошелся, думаю, вот поясница, там у меня, не ваш колен, да? Думаю, сказать ей, нет, ладно. Она говорит, где вы протеин, как вы без протеина? А зачем протеин? Это миф про протеины вообще, это на Западе только придумали. Мясная это промышленность, что надо есть какие-то протеины. Ребенок, у него 2% белка в материнском молоке. Представьте, там от 2, некоторые говорят до 6. Всего лишь. И он растет, активно развивается, все в норме. Протеина, если много белок, это становится кормом для раковых клеток, для сердечно-сосудистых заболеваний, для нервных напряжений. Нам не надо такие прям белки, белый хлеб, все. И вы заметите, что если вы меняете питание на более сатвичное, более благостное, ваш ум становится очень умиротворенным, у вас события вокруг происходят другие. И в Индии, я помню, это, опять же, так как я люблю носом покрутить, сказать, я люблю научный подход, я вам могу сказать один научный такой факт, который на меня повлиял. Мы путешествовали по Индии, по всем местам еще, когда я монахом был много лет назад, 20 лет, уже больше, наверное, больше 20 лет назад. И что меня удивило в Индии, вот особенно в провинции мы путешествовали, люди были очень умиротворенные, вот как-то спокойные, так, знаете, И вдруг мы въехали, это было... Там уже самый юг Индии, близко там, к Шри-Ланке почти, это континентальная Индия. Мы въехали в деревню, мы на велосипедах там поехали в одно святое место, в храм, и мы въехали в какой-то ряд деревень, и я не могу понять, какие-то люди злые, что-то смотрят, и вдруг они ругаются. Я не мог понять, что меня не так. И я понял, тут много агрессии, как-то на тебя смотрят не так, тут группа людей, что-то разбирается дальше. И я спрашиваю своего друга, монаха, что здесь такое? Он говорит, ты не понял, это мясоеды, говорит. Даже не мясоеды, а рыбаки, они там рыбу и курицу едят. Это разница огромная. Потому в Ведах было предсказано, что мировые войны начнутся тогда, когда люди будут открывать большие скотобойни.
Когда еще одну коровку там раз в год, там, или бачка, ну ладно, там, с голода. А когда в массовых, сколько-то миллиардов голов или сотен миллионов голов каждый год убиваются. Как мы можем быть счастливы? Это же эмоции. Вы что думаете, они радостные? Да, отрежьте мне шейку, да. Хороший из меня гамбургер получится. Вот. Плюс куча дряни в еде всякой, химии и так далее. И мы себя пастеризуем всем этим, мы отравляем свой организм и отравляем свой ум. Потому что наш, даже мозг, это есть ученые говорят, ну или восточные психологи говорят, наш ум, он связан с кишечником. То, что мы едим, это дает нам информацию. Если это энергия агрессии, то эта агрессия и, следовательно, привязанности будут увеличиваться в нашем теле. Поэтому попробуйте увеличить благостную пищу в вашей еде, более правильное питание. Вы увидите, как много изменится. Вначале это будет тяжело, потому что все на вас смотрят, как вы там, где вы протеин берете, все знаете, где там незаменимое что-то. Люди еще сами толком не понимают, там есть что-то незаменимое, понимаете, вот что-то, ну есть. Поэтому попробуйте изменить питание. И не только питание, а как вы едите. Вот когда вы кушаете, старайтесь жевать долго, ну, потому что если меньше 30 раз вы жуете, пища толком не усваивается, это опять новые болезни. Жуйте спокойно и в благостном расположении. И пищу надо наполнять любовью. Или молиться, если ваша религиозная традиция это принята. Тогда пища будет давать энергию, будет давать прану. Потому что нам не нужны эти калории, там 2000, это вообще, если вы знаете, совершенно искусственная система, непонятно с чего взята, там 2000 калорий, 5000, это очень-очень приблизительно. Нам нужна прана, жизненная сила. Если у вас есть праны, вы можете делать чудеса, как академик Шаталова. Она стала сыроедом, она доказала, вы в день можете есть, ну, надо привыкнуть, сразу это может не получится, но ее все питомцы, так сказать, пациенты, они вылечились от рака, там тяжелая форма диабета была, у одного чуть ли не ноги отрезали, там сердечно-сосудистые, врачи говорили, ты не можешь в туалет сам ходить, у тебя там что-то сердце остановится. Они просто изменили питание, и вы задумайтесь, 500 километров через пустыню они за несколько дней перешли. Вот эти больные люди, там вот, ну, например, вот есть научный эксперимент, к ним чехи приехали, профессиональные, ну, я не знаю, как это сказать, переходчики или кто они там, туристы, профессиональные спортсмены, они все, у них там куски трупов лежат, все калории рассчитано на белок, все это, якобы, как это говорят, сбалансированное, да, это ничего нет более оторванного от природы, чем современное сбалансированное питание. Обычно люди, врачи с такими животами, такие отекшие, глаза красные, такие, а где ты витамин там такой-то берешь, а где это? На него смотришь, у него все равно ничего не усваивается. Какая там разница, где он что берет, понимаете? Потому что если вы едите белый хлеб и трупы, то там, ну, забивается, там ничего уж толком-то и не усвоится, там шлаки все. Вот. Так эти приехали там чехи, ну у нее рассказ, потом с австрийцами один раз был опыт, что профессиональные спортсмены, они там ходят, у них все там порассчитано, таблицы, все, они через 3 дня там выбывают, их выносят, там, знаете, никто не может, а ребята идут, все. Потому что у нас огромные сверхспособности. Но питание, на мой взгляд, я все больше прихожу, что это осознанно делают. ГМО пропитывают, что такое ГМО? ГМО это вырождение, ну, поколений. Это раковые заболевания, увеличение опухолей и так далее. Сейчас в Канаде 70% пищи ГМО. Не знаю, как в России. Вот. Химии полно. Что такое химия? Там же, ну, это отдельный разговор. Это низкие вибрации. Если низкие вибрации, значит будет много боли. Потому что для тех, у кого низкие вибрации, во Вселенной даны, ну, более жесткие уроки, скажем так. Понятно это? Вот. Поэтому начните с питания. Вы не представляете, как у вас жизнь изменится. И чистите организм. Старайтесь делать чистки организма регулярно. Опять же, ну возьмите просто какие-то исторические, научные данные или здравый смысл. Есть тысячи примеров, когда люди излечивались там, от рака, от тяжелейших форм, просто чистили свой организм и все. Если вы чистите периодически свой организм, у вас большинство болезней не возникнет. Почти все не возникнут. Потому что, опять же, в книге «Три энергии», ее тут нет, но тоже хорошая, я вам очень рекомендую прочитать.
Есть 6 уровней болезни, и 4-й уровень – это зашлаковка организма. Первые 2 психологические. 3-й – это там дождь, ну, там идет, ну, это, ладно, это отдельно. 4-й – образуются шлаки. А если шлаки очищаются, на грубом уровне болезни не появится. Поэтому начните чиститься. О, кстати, тут вот сидит мой друг один с Украины. Ничего, я минутку про тебя не обидишь. Он там молочный король на Украине. С сырами кормит. Я ему говорю, ты сделай людям хорошее что-то, открой клиники, вдохновись. И он открыл потрясающую клинику, на мой взгляд, одна из лучших. В Запорожье, правда, не в Подмоскве, подальше. Но ничего, Серега, я против. Давай за любовь. Я так, правда, и не доеду. Адрес оставите? Ну, у меня нет адреса, я не знаю. Я просто на него посмотрел, увидел, и я вспомнил. Но он серьезно. Вот вы тоже это можете делать как бизнес. Это все клиники, которые я видел, если они реально помогают, они прибыль дают больше 100%. Ну, Серега просто, он состоятельный человек, у него так чисто по себестоимости он делает. Не, я вам скажу, $100 с чем-то, что он делает, это включая питание, проживание, это для него как служение миру. Индусы, врачи там чистят, и я вам советую чиститься. Есть панчакарма, есть еще, есть. Можно самим чиститься. Чистить печень, чистить кишечник. Это, в принципе, то, что мы должны делать, потому что мы все забиты этими всеми химическими элементами, которые мы потребляем, антибиотики и так далее. Если 60%, вот обратите внимание, это в Америке ученые пришли к выводу, их, конечно, не пустят ни в каким большим каналам, хорошо, хоть их не убивают. 60%, если у вас в диете овощей и фруктов, то есть свежих, не прошедших термообработку продуктов, но в основном фрукты, овощи, зелень, то у вас иммунитет работает с необычайной силой. 80% вы почти ничем не болеете. Я сейчас 9 месяцев, ну я, правда, у меня научный такой эксперимент, я просто на 2 года сел на сыроедение. Но я вам скажу, у меня на сегодняшний день никаких, я даже не знаю, я там, дети обычно приносили какое-то заболевание, ну кашляют, ну знаете, со школы, там, или в самолете летишь, кто-то чихает, это я, значит, обязательно там, ну после консультации, энергетика слабая, тоже что-то, можно сказать, ловил там, тоже кашлял. Сейчас вообще ездишь, все кашляют, температура, мне как бы пока... Ну, как говорится, на Руси, да? Фу-фу-фу. Не надо, а то кто-то сейчас ко мне подойдет, начнет шмыгать, кашлять. Нет, Но так или иначе, ну, я просто по себе знаю, меняешь питание, если правильно, то, ну, правильно, конечно, есть 1000, я не собираюсь, это, у меня тренинг будет на эту тему, там, дней через 10. Я свои опыты просто расскажу, какая система из моего опыта к чему приводит, потому что сейчас я вижу вашу руку. Дорогая, я понимаю, надо вам ответить, и как бы, да, сейчас минутку потерпите, вот минутку. А то я умную мысль потеряю, а так дураком выглядеть не хочется. Блин, потерял, Вот. То есть различные системы питания попробую осветить, как бывает. Но из моего опыта, вот опять же, ко мне приходят на консультацию, я уже много лет непроизвольно намекаю людям изменить питание. Потому что я вот смотрю, если человек ест такую пищу, ну, он будет болеть. Я уже смотрю, 2-3 года такая болезнь. Или такой уровень сознания. Он говорит, я эти книжки прочитал. Ну и что, он прочитает, через год его увлечет что-то другое, он уйдет, он не будет развиваться. Ум будет прыгать. То есть он не возьмет сути. Он не сможет прогрессировать, потому что есть вибрации маленькие, низкие. Поэтому восточная медицина, психология, философия и многие религиозные и духовные пути, они, в общем-то, говорят, что нужно менять питание, это как обязательно. Питание и правильный подход к этому. Вы не представляете, как жизнь меняется. Во-первых, она наполнена, я понимаю, многим от одной мысли, что они там, ну хотя бы год не будут есть какие-нибудь дурацкие тортики, плохо может стать, да? Но если вы правильно замените, измените, настроитесь, вы увидите. Я, к примеру, иногда обедаю, я прихожу, мне огурцы даже без соли ешь, и вкусно, нормально, что-то много огурцов. Жена говорит, ну неприлично, сейчас гость надо салат на тебя. Я говорю, ну давай делай, просто там далеки. Он говорит, ну ладно, чего время тратить, дай мне огурцы. Говорю, я поем нормально. И это природа. А мы так, ну я знаю, вы так на меня сидите, ну чудак, ну идиот. Просто мы от природы так далеко отошли, согласны?
Ну даже еще 150 лет назад, да даже 100 лет назад вы где-то видели такое, что там пши-пши, еще кетчуп, мечуп, еще куча консервантов, это, еще все. Просто мы стали мутантами. Разве не так? Давайте оспорьте. Мы мутанты, которые пытаемся жить счастливо, нарушая все, какие можно, законы природы. Еще по боли меньше нам надо, боли нам поменьше, Господь, блин. Вот так уже достали твои боли, да, а где мой гамбургер там, блин, с тортиком? Мне сегодня книгу прислали, русская написал, но в основном такие книги, конечно, ну, она в Америке уже много лет живет. Там женщина 14 лет на сыроедении, она с детства была инвалид, там от всего вылечилась, и ей 55 лет, фотография, но я думаю 30 максимум, даже 35. Никакой косметики не пользуется, ничего. То есть правильное питание. Даже вот, ну, женщине, может, сложно это так, мимо хорошей губнушки в магазине пройти. Мужчины, я вас сейчас научу хороший инвестмент делать. Это здоровье своей жены. То есть в красоту, даже еще больше. Здоровье, это понятно. Вы ее правильное питание так убеждаете, все, фрукты, она молодеет, можно я могу еще мантру для молодости дать, и все, никакая косметика не нужна. Это же сколько семейного бюджета, да, может на косметику истратиться. Сердце кровью обливается, да, Владимир? Да? Поэтому, если вы правильно живете, правильно здоровый образ жизни, настрой, то можно очень хорошо долго выглядеть. Моей жене вот никто 40 не дает же. А? Никто же не дает. Слава Богу. Потому что ей 25? Что? Потому что ей 25? Не, ей за 30, но неважно.